Всем привет! В этом видео я вам покажу полностью всю антикоррозийную защиту вот этой вот машины. То есть вся защита сейчас антикоррозийная готова на этой машине. Можно посмотреть. Мы пройдемся по кузову, также днище. Итак, давайте посмотрим. Начнем с капота. В капоте вот эти вот технологические отверстия, то есть по всему капоту внутри заливался воск. Капот внутри обрабатывался вот в эти отверстия. Здесь под трапецией вот эта вот ниша, здесь блок предохранителей, там воздухозаборник и блок управления двигателем. Здесь дренажи, то есть вот это вот все место тоже обрабатывалось, помимо того, что полиуретановым двухкомпонентным герметиком, также здесь везде воск. Самое проблематичное место — это вот здесь очень много песка. Давайте посмотрим вот эту вот полость. Здесь очень труднодоступные места, но вы видите, воском здесь все обрабатывалось. И вот те вот самые нижние части. С этой стороны то же самое. Вся вот эта вот часть обрабатывалась. Здесь, смотрите, когда будете снимать крылья, с этой стороны и противоположной, здесь стоит такая губка. Ее лучше выкиньте, избавьтесь от нее. Она впитывает воду. И вот здесь стоит поролон. С другой стороны тоже. Его тоже выкиньте, так как вот здесь скапливается грязь. Здесь также вот эти вот места все обрабатывались воском. Вот эти вот крепления, болты, то есть гайки. Здесь район замка, все это в обработке. Вот эти вот элементы рамы, то есть абсолютно все, даже вот это вот крепление сигнала. По дверям, двери сейчас повешены, сами вот эти вот полости дверей, места стыка металлов, все это обрабатывалось воском. То есть вот эти вот все места. На задних дверях все вот эти вот внутренности. Вот этот элемент, усилитель, снимался. И вот это вот место было обработано воском. То есть вот этот элемент был уже впоследствии сюда, я его поставил. Также по ручкам дверей. Вот эти вот ручки, все они обработаны. Здесь под ручкой вот эта вот накладка резиновая стоит. То есть накладка сама покрыта воском и садилась уже на воск. С другой стороны двери аналогично. Также дверь была обработана вся. Здесь вот эти вот следы, это следы воска.
Крышка багажника вся обрабатывалась внутри. Вот здесь воск. Вот он достаточно хорошо видно. Все вот эти вот полости были обработаны. Здесь, смотрите, на крышке багажника у меня здесь заделано герметиком. Вот этот провод, который на крышке багажника, здесь на спойлере я еще не установил. Сами провода, они в герметике, и поверх герметика, которые были намазаны, намотана вот эта вот родная изолента. И впоследствии сама изолента покрыта вот этим вот герметиком. Вот этот момент, смотрите, с этой стороны я еще не заделал герметиком вот это вот отверстие. Когда крышка багажника под наклоном, сюда попадает вода, вот в это вот место. И когда вы открываете крышку багажника, идет перелив, и вода капает приблизительно вот в это место, кто замечал. Все из-за этого вот отверстия, которое здесь предусмотрено заводом. Также здесь под накладками есть поролон. Вот этот поролон, который здесь под накладками с обоих сторон, его уберите. Вот эти вот места постоянно во влаге и начинают гнить. Вот здесь у меня стоит уже накладка под крепление бампера. Сама накладка здесь намазан воск. Также стоят вот эти вот крепления под саморезы. Прежде чем поставить вот это вот крепление под саморез, я промазывал все воском. После этого только становилось вот это вот крепление, ну и впоследствии накладка. То есть на этой машине конкретно выполнено все так. Сначала воск, потом крепление. Вот здесь, смотрите, тоже следы воска. Вот видно. Также вот здесь вот под дренажами везде вот эти вот резинки, которые по кузову идут. Здесь на дверях, на всех, здесь все везде намазано воском. Вот здесь идут отверстия креплений на заднем крыле. Здесь намазано воском, герметиком, чтобы вода не попадала в эти крепления. И уже посажена вот эта вот резинка. Под этими направляющими молдингами лобового стекла тоже воск. То есть мазалось и промазывалось на этой машине все с двух сторон. Вот здесь вот пустота для крепления и сам молдинг. После этого молдинг насаживался на свои крепления, и выглядит это вот таким вот образом. Сейчас висят только двери, так как когда соберутся двери, они выровнятся по отношению к кузову, и тогда уже я поставлю крылья. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!